Всем привет! Меня зовут Дарья, и это будет покупочный влог. Расскажу вам сегодня, что я приобрела в последнее время. На самом деле покупок будет много, и сегодня буду снимать какую-то первую часть, которая мне уже пришла. Есть закупки, есть просто мои покупки. Опять мне пришла в голову мысль, что я слишком мало трачу на скраб, и пошла потратила побольше. На Авито сделала заказ такого набора Тима Хольца. Здесь подвески разные и замочки. Девушка очень быстро отправила, приложила небольшие подарочки. В общем, покупкой я довольна. Кстати, на Авито сейчас опять стали доставки по каким-то достаточно адекватным ценам, поэтому сделала эту покупку. Очень хотела и давно хотела говорилки от Мемуариса. Пошла в магазин и сделала небольшой заказ. Вместе с говорилками взяла уголки от мистера Пайнтера, прозрачные, у меня до этого не было. Покупала только белые в крафте и черные, поэтому хочу попробовать прозрачные. Ну, я фотоальбомы не делаю, но эти уголки я применяю и в блокнотах, потому что в блокнотиках тоже можно фотографии вклеивать. Мне прислали подарок с различными вырезалками. И, собственно, сами говорилки. А кроме говорилок мне прислали накладную, и тут от руки написали: спасибо за покупку, пусть ваши работы заговорят нашими словами. И котеночек. Так мило, мне вообще так понравилось. Вообще на этих накладных мало кто пишет какие-то послания. Да вообще, наверное, никто не пишет. Мемуарис это первый, поэтому решила сохранить. Возможно, куда-нибудь в блокнотик мне в мой джанк пойдет. Многие девчонки уже показывали говорилки, но как я считаю, что, возможно, вы будете видеть их впервые именно в моем видео, поэтому я хочу вам их сегодня показать. Говорилки на картоне 15 на 20 сантиметров, и написано, что плотность 300 грамм. Довольно-таки прочный картон. Их надо вырезать самим, то есть это не наклейки, а картонные надписи. Первая говорилка, я не знаю, так, темы. Это к добрым открыткам. В Мемуарисе проходит акция, она постоянная, эта акция «Добрые открытки», можно в ней поучаствовать и сделать работы, которые будут отправлены на какие-то праздники людям, которые сейчас в затруднительном положении, то есть находятся в каких-то больницах, лечебных центрах и прочее. Такая добрая акция. И там нужны, конечно, какие-то нейтральные надписи, там очень много условий, кстати, по тому, как поздравить человека и какие надписи сделать. И вот здесь Мемуарис нам помог, уже подсказал, что можно прямо отсюда выбирать эти надписи. Такие нейтральные, которые не намекают как-то о том, что у человека затруднительное положение, но дают ему надежду на какое-то счастье, добро и то, чтобы человек верил в то, что он поправится. Так я понимаю, поднесу поближе, можете прочитать: душевного спокойствия, с праздником, улыбка вам идет, чудесного настроения от всего сердца. Так, интересно, они не повторяются, это здорово. Здесь есть и новогоднее: с Новым годом. С Новым годом вас, счастья в новом году, для вас всего наилучшего. Так, на обратной стороне здесь ничего нет. Здесь просто с праздником нейтральные надписи, различным шрифтом написанные, как печатным, так и есть похоже на рукописный текст. Здесь с днем рождения, конечно, классная. Классные надписи, универсальные, подойдут везде, поэтому это супер, что я купила. Притом еще, что я не сказала, не сразу как-то обратила внимание, что на разном цвете, да, здесь есть на бежевом таком коричневом и на белом эти надписи. Пусть жизнь будет сладкой. Так. И здесь мы можем уже на черном цвете, да, но там есть и на белом, тоже на разных цветах, можем видеть разные надписи. Например, батарейка села, Галя у нас отмена, информацию еду, свобода слова, только для девочек, только для мальчиков, денег, квартиры, машины нет. А мне дома хорошо, да, уля-ля. Можно вас сфотографировать? Прикольная надпись. Интересно, кто это все придумал? Идеи вообще классные. Для таких работ сразу почему-то вспомнился проект «Скраб-деформацию». Девчонки делали юморные работы. Вот такие бы говорилки были бы классным украшением в таких работах. Шила на месте. Меньше пафоса, господа. Муки творчества. Это, кстати, нам
нам подходит. Подходит как для открыток, альбомов, в блокнотах, хоть где можно использовать. Можно вообще отталкиваться от этой надписи и сделать работу, такой челлендж устроить. Опять батарейка. Вот мне это нравится, что батарейка наполовину уже села во все 32 зуба. Селфи. Младенец, отличный пример прощего меньшинства. Вот такие классные покупки в Мемуарисе. Жаль, что они где-то на маркетплейсах отдельно не продаются. То есть надо делать заказ в магазине. Но так как есть. Поэтому долго-долго я собиралась с этой мыслью. Но наконец-то сделала этот заказ. И, в общем-то, рада ему. Вчера забрала вот эту посылочку. Это моя посылочка от магазина Азат Керамика. Я думаю... Вы слышали много раз мои отзывы во многих-многих видео. Это те материалы, которые я часто заказываю. Ну, даже не часто заказываю их, коплю, потом делаю большой заказ. И очень часто использую в своих работах. Ну, действительно, я каждый раз, когда делаю пост, отмечаю, ну, через раз, через два, на третий, но отмечаю этого производителя в своих работах. То, что действительно использую в своей работе. Очень-очень это все нравится. Давайте смотреть, что заказала. Уже новогодняя тарелочка. И вообще сегодня уже новогоднее такое оформление уже сделала, как вы могли заметить. Здесь мой заказ, который я копила, я не помню, но несколько месяцев точно. Конечно, я забываю, что я там заказывала, притом я иногда не глядя, все, пишу Лене, все, что осталось, заберу. Но точно знаю, что здесь есть мой новогодний заказ, даже не новогодний, для зимних работ. И я очень рада, что мне эти новогодние штучки пришли вовремя, потому что в прошлом году новогодние материалы мне пришли от Азат Керамики тогда, когда я новогодние работы уже не делала. Ну, и не новогодние, и зимние имеется в виду вот весь этот пласт работ. Не знаю, что это сейчас было, надеюсь, вы не напугались. Как всегда, Лена все хорошо упаковывает. Притом вот эти завязочки я даже беру в свои работы. Завязочки, и тут тоже керамическое изделие, это листик, который, конечно, мне пойдет. Что тут написано? Делает сердце, у тебя все получится. Конечно, как нам без сердца-то делать наши работы, тогда так играть не будут. Здесь мне послание на такой карточке. Сделай этот Новый год идеальным для себя. Дороги, по которым ты можешь пойти, безграничны. И Лена здесь меня поздравляет с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, любви, счастья, благополучия в Новом году. Творческих встреч, интересных проектов. Павел и Елена. Спасибо большое, Павел. И Елена, вам желаю того же и даже вдвойне. Давайте откроем это, по-моему, самый большой мешочек и посмотрим, что там. Здесь еще прикреплена такая карточка «Мечтай, расцветай», а дальше фраза, которая мне очень понравилась. Тебе совершенно не обязательно идти тем же путем, которым идут другие. Конечно, у каждого свой путь и в творчестве, и в жизни, поэтому да. Поменяла тарелочку, та показалась слишком кричащей, потому что нам все-таки надо рассмотреть, что прислали мне. Ага, это бусинки и ежик такой для подвесок. Ну, настолько ювелирная какая-то точность, то есть я даже не понимаю, как такие маленькие бусики можно сделать. И это будут прекрасные акценты для моих подвесок. Подвески я делаю. И вот такой вот ежик, который вообще можно даже в центр где-то подвески разместить. Посмотрите, потому что у него отверстие насквозь. Вот такой маленький ежик. Это для летних, наверное, и осенних работ. В следующем пакетике был такой новогодний котик. Это, наверное, тот брат другого котика, который я использовала на открытке. Мне девчонки в комментариях сказали, что пожалели бы использовать котика в открытке. Мне Лена запретила жалеть. Она сказала трать и трать. Вот поэтому я трачу. Кстати, котик у меня куда-то уехал. Надеюсь, он порадует своих новых владельцев. И вот такой еще один котик, который вполне может быть с каким-то самостоятельным элементом или дополнить композицию на открытке. Ну, это просто милота какая-то. Просто чудесный котик. И в новогодней шапочке. Оставим. Можно поразглядывать вот эти чудесные пуговки. Здесь как будто вообще написано каким-то текстом. Здесь пуговка в виде баночки. Ну, не знаю, это кофе, не кофе. Здесь вообще гамбургер. Я все поражаюсь Лениной фантазией. Это же надо все придумать. Это же надо так все красиво сделать. И посмотрите, какими разными цветами. Вот это чудесная вообще пуговка.
так переливается. И, ну, вообще просто красота. У меня слов нет каждый раз я этим всем любуюсь. В следующем пакетике у меня лежали такие мишутки. У меня уже такие были в прошлом году, и в этом мне приехали еще одни такие же. Так, оставим тут. И вот он мой новогодний сетик. Посмотрите, как чудесно. Здесь у нас маленькие свечки, елочки, снежинки, гора подарков, баночки и даже вот такой вот милый ангелочек. Кстати, хотела из макраме сделать. Кстати, может быть, еще успею. Тут хорошо, что я его увидела и вспомнила свои желания. Вот такие классные штучки, которые еще успеют в этом году попасть в мои работы. Это точно. Ну, тут распаковывала и просто теряла сознание, потому что, ну, забываешь действительно, что заказал. Неужели это мандрагорка у меня? Блин, как я в нее влюблена. Это же просто что-то невероятное. Это уже подвески. Я очень часто делаю из именно изделия из арт-керамики подвески на корешки своих блокнотов. Прям очень-очень делаю это, люблю. И каждый раз заказываю. Птичка, уточка. Маленькая, посмотрите, грибочек какой маленький. Это ежичек мой любимый, ежичек. Здесь желудь. Здесь посмотрите, кто. Котик. Ну, котик же. Ну, это просто что-то, я вообще не знаю. Здесь мышка, сыр несет куда-то. Еще ежик, ну обожаю, да, ежиков, и улиточка. Это мне напомнило меня, как я долго все делаю, и решила эту улиточку заказать. Вот такие вот прекрасные штучки. Мандрагора, просто посмотрите, это же что-то вообще, что-то с чем-то. Класс. Вот такой сетик мне достался. Может быть, это и не сетик, может быть, это разные два были набора. Но здесь стрекозки и совушки. Совушки я тоже очень люблю. Здесь нет никаких отверстий, это просто такие элементы, которые могут быть какими-то акцентными точками в открытках. Не ругайте меня больше, то, что я использую это все в открытках. Ну, это же невозможно не использовать. Еще сетик пуговок разных. Красные, зелененькие. Есть с каким-то орнаментом. Посмотрите, по-моему, это с папоротниками. Вот этот рисунок уже где-то видела. И здесь такие классные. Классные. Есть гладкие совершенно пуговки. Для любых задач. Вот такой у меня еще есть морской сет. Но маяки это вообще моя отдельная любовь. Люблю их в любом виде, на ткани в рисунках люблю, в бумаге в рисунках люблю, да и просто сами маяки люблю. Здесь у нас ракушечки, дельфинчик и чайки. Супер. Календарик у меня здесь на 26-й год, кстати, да, сейчас на холодильнике можно будет уже поменять. Иногда выход только один, кофе и печенье. Вот так вот. Подарочек такой небольшой еще был. И посмотрите, что у меня есть еще. Это лисята и елочки. Просто восторг какой-то. Вот они какие. Хорошенькие, прихорошенькие. Утепленные в шарфиках, готовые к зиме. Поэтому тоже вполне можно использовать их и в этих зимних работах этого года, этого сезона. Я просто невероятно счастлива и рада такому своему приобретению этой посылочки. Очень вдохновилась, у меня появилось такое настроение. Ну, в принципе, оно у меня было сегодня хорошим, но еще хочется прям взять и пойти что-то сделать прекрасное. Так, и сегодня еще осталось посмотреть мою закупку товаров из Америки. Я уже пробовала заказывать через разные группы ВКонтакте, да, и меня как-то все время не устраивало, что в альбомах лежит очень много разного товара, который уже снято с производства и который невозможно заказать. Ты отмечаешься там, надеясь, что этот товар будет, ну, потом тебе пишут, что товара нет. Меня это всегда как-то возмущало, но потом я поняла, что это все не почистить, товаров очень много, и невозможно следить. И что-то сняли с производства, либо нет на складе, но потом раз оно появляется, у тебя, видимо, нет этой фотографии. Не знаю, почему они не чистят, но я с этим смирилась. И решила здесь попробовать сделать заказ в Scrap Stock Market. До этого участвовала там только в быстрых закупках, но в мультибрендовых не участвовала.
отталкивало то, что там самой надо добавлять фотографии. В принципе, и в этот раз мне вообще не понравилось, потому что ты можешь что-то хотеть, но не можешь не найти этой фотографии. Это первое. И второе, я еле-еле нашла фотографии тех материалов, которые я хочу, и потом увидела, что их почему-то удалили без объяснения причины. Я ничего понять не могла. Задала вопрос уже под постом этой группы, но нигде не было написано, что если ваша фотография удалена, значит что-то там случилось. В общем, ничего не понятно, мне этот момент как-то не очень понравился, но ради эксперимента заказ я сделала. Да, выкинули у меня позиции, я не помню, по-моему, с люверсами. Так, ну давайте смотреть, что я получила. Небольшая такая, довольно... Вот это я не поняла, почему-то у меня люверсы здесь, а коробка отдельно. Как-то что это? Мне сама разложить по ним? Либо это так сам производитель присылает, магазин, они сами раскладывают, что ли? Кто-нибудь знает? Я просто ни разу не видела, чтобы кому-то так отдельно пришло. Вообще что-то странное. Появились новые сеты. Это маленькие подушечки Distress Excite. Насколько мне известно, раньше маленьких подушечек не было. А здесь есть возможность сразу попробовать 4 цвета. Не знаю, насколько они мне понравятся именно в маленьком объеме, но глаза загорелись, захотелось попробовать. Выбирала оттенки, которых у меня нет. Не среди больших подушечек и... в инках, мне кажется, что-то похоже, какие-то оттенки есть. Но прям таких, мне кажется, у меня не было. Поэтому пусть будет, открывать пока не буду, потому что я люблю над этими подушечками почахнуть, подумать над ними, только потом распаковать и начать использовать. Не спрашивайте, почему так, но у меня так. В то время, когда шла закупка, появились подушки коллаборация 49 Market и Ranger, только-только. Я решила тоже попробовать заказать. И заказала цвет капучино, это цвет кофе. И мне кажется, что... у меня самые ходовые такие подушечки. Поэтому не стала изгаляться, взяла что-то попробовать, посмотреть. Это инки. Посмотреть, не знаю, может быть, больше цвет понравится. Или, может быть, они не так будут впитываться, как мои подушки архивалы и оксайды, которыми я делаю штамповки. Заметила, да, что теряют цвет. Может быть, это не будет терять. А здесь я очень надеюсь, что это просто белая подушка. На самом деле не знаю. Сидела, кстати, недавно думала, что хочу белую подушечку. Может, это она? Уже за кадром буду пробовать. Опять же, сначала почахну, как я люблю, посмотрю. Вот она какая моя миленькая. Вот они, мои красотулечки, они у меня. Такой путь проехали. Нельзя же сразу это все скрывать. И заказала натирки, уже тоже забыла, одни осенние, одни зимние. Давайте посмотрим. Вообще натирки люблю, как научилась ими пользоваться, так и пошла. И часто их использую во всех работах. Здесь всего две странички. 49 Market, да, я не сказала. Коллекция, возможно, и написана, но... винтаж. Винтажная какая-то коллекция, не знаю. Байс. Что такое байс, не знаю. Подложку тоже можно использовать на вырубку, вырезать этот штрих-код, сейчас модная тема, и, собственно, использовать сами натирки. Очень интересная, прикольная осень. Я люблю осенних работ. Осенние работы делаю я каждый год. Тут есть надписи, есть просто какие-то композиции сложные, сложно сочиненные, которые просто нанес, и можно больше даже ничего не делать, не штамповать сверху ничего, потому что все сделано за нас. Так, поближе. Сегодня у меня камера достаточно далеко, комфортно, чтобы все было видно, и вот поближе подношу. Ну и зимние натирки, конечно, сейчас самое то. Как раз буду делать второй блокнот, а тоже винтаж байтс. Наверное, это не название коллекции, не знаю название это чего. В общем, здесь зимняя история, а там Fall Stories, тоже какая-то Fall. Я не знаю, что такое Fall Stories. Осень это Autumn, да, если правильно произношу. Здесь тоже 2 листочка. Снежинки, елочки. Елочки вот как у Мимикада, да, ножи такие есть похожие. Тоже сложно сочиненные принты. Вот елочки-то, хотя тоже сложно. Как будто все поштамповано. Это супер. Это точно я в этом году это точно все использую. Вот такие у меня небольшие покупки в закупке были. Закупка была летняя. Ну и ждем вторую часть этого видео. Там будет тоже очень много классных приобретений. Думаете, чего я такая сегодня нарядная? А это я вам пришла показывать покупки с сайта AliExpress. А это одна из них. Хоп! Видали?
Это рукавчики, и, по-моему, там написано на сайте, что для маникюра. Маникюр фотографировать. Но мне нужно не для этого. Это мой фото и видео реквизит. Буду иногда наряжаться, чтобы снять видео или фотографии каких-то своих тематических работ, например, зимних. Был еще черный вариант этих рукавчиков. Вот такие вам секретики поведала наших закулисных скраперских дел. Ну, раз начала с красоты, продолжу тоже красотой. Купила кружево, вот такой пакетик, все прям тут сложено. Продавец мне известный, я что-то уже заказывала, хорошего качества, по ссылке от Наташи Повторихиной. Продавец стал мне в личную почту, кстати, писать. То есть не на Алиэкспрессе мне что-то пишет, а прям на почтовый адрес, что приглашает меня еще приобрести кружево по низким ценам. Так забавно. Ну, давайте смотреть, что я взяла. Наверное, все по ярду. Что-то меня разодорила наверное, Катя Эклектика, которая прислала мне посылку, мой заказ с подарочком, и там были кружавчики. И мне так захотелось каких-то новых кружавчиков, просто хотела сначала просто посмотреть, но в итоге не удержалась от покупки. Цены были красненькие, сниженные. Ну, не знаю, насколько на самом деле они были снижены, но все кружево было в том ценовом диапазоне, который я могла себе позволить. Вот я сразу набрала. Здесь вышивка на тоненькой капроновой ленте, получается. Вот такая красота. На самом деле я очень часто использую кружево в своих работах. И делаю карманчики, вшиваю прям целыми элементами в джанки. И как фому открыток использую. Вот такое кружево опять я сбиваюсь, это шитье. Купила разных размеров специально, поуже, пошире, потому что часто не хватает именно вот ширины какой-то, того, чтобы я могла выполнить свою задумку. Следующее тоже шитье. Тут какие-то бантики, наверное, так надо смотреть. Не знаю, кстати. Нет, наверное, так. Это же бордюр. А вот такой рисунок. Следующее кружево шикарное, тоже на капроновой сетке, вышитое, ну, прям вообще для каких-то летних работ, потому что я здесь вижу бабочек. Ну, это бабочки и есть, бабочки и цветочки. Можно элементами подкладывать, можно целое кружево. Такая красота. Кому интересно, вы можете мне в группе написать. Я вам ссылку ВКонтакте пришлю на этот магазин. Там очень-очень много разного кружева. И тоже вы там залипнете, я даже уверена. Такие кружавчики. Тут тоже что-то с цветочками. Тоже на капроновой ленте. Интересное кружево. Здесь уже не только шитье. Здесь, не знаю, вязаная какая-то часть. Она прям утяжеляет это кружево. То есть вот тут вот так вот все легко на этой сеточке. А здесь вязаная. Интересный такой вариант. Тоже можно с джанки подойти, да хоть куда. Кстати, вот эта вот сетка, это на капрон-то не похоже, я даже не знаю, что это. Это интересное какое-то кружево, необычное. Еще один красивый кружавчик с цветочками. Просто красота. И завершающее шитье. Здесь так интересно, обычно шитье, вот этот бордюрчик, здесь просто ткань, хлопок, да, а здесь еще и с двух сторон все вышито. Очень интересный такой вариант. Тоже как карман можно. Здорово. В общем, все кружавчики мне понравились. Еще раз, кому надо, на магазин могу дать ссылку, пишите. Дальше купила такой ножик, очень был дешевый, по-моему, 40 рублей это мотоцикл, но что-то я так интересно не подготовилась, я его не вырубила, но я надеюсь, что потом где-нибудь, когда буду применять его в работе, я вам его покажу. В работе не только той, про которую вы думаете, про блокнот, у меня еще одна работа на эту тему должна быть, так что использую. Дальше у меня наклейки. Тема наклеек, не знаю, сейчас посмотрим, какая-то, ну, очень разные там всякие штучки были. Я решила на прям какую-то особую тему не брать, потому что очень много тематических у меня наклеек, а взять вот такую вот. Это зефирка поеденная. Это яйца, да? Ну, смотрите, нету, да, темы? Просто что-то. Так, давайте посмотрим поближе. Вот такие. Ну, конечно, контур тут здоровый, надо обрезать. То есть тут и планета Земля, и телевизор какой-то старый, какие-то поеденные штуки. Это вообще неизвестно, кто это вот.
Кто ты? Так, смотрим дальше. Коробочки. Какие-то как пуговица, как будто большая. Игрушки. Письмена. Смотрите, медуза Горгона. Ну, вот непонятно, да, для чего. Вот это мне, собственно, и надо было. Потому что иногда какой-то акцент. Прикольная штука. Тут гранаты, что ли, или что это? Да, видимо, книжки. Для какого-нибудь акцента, смотрите, сколько тут скульптуры. Шо, будильник. Так, фотоаппарат Canon. Мне кажется, какой-то такой старый, не современный. Так, тут такой бокал с запиской какой-то. О, котик. Вот это что? Ой, это скрепочка. Интересно, такого размера огромного. Котики, бабочки неожиданно. Какие-то выкопировки из газет. Тортик. Клавиатура. Ой, смотрите, мобильный телефон. У меня похоже был Пантек, как-то так назывался. Давно, конечно, был. В принципе, он у меня сейчас... А, нет, у меня его украли. Украли. Так. Пульт. Гитара. Ну, вот такой вот интересненький набор. Для каких-то, я не знаю, ну, для блокнотов куда-то подойдет. Точно что-то из этого. Следующая покупка оказалась для меня неожиданностью, потому что я думала, что это листочки, которые я буду подкладывать в слои или использовать в блокноты. А это оказалось открытки. И получилась неожиданная такая гора у меня зимних открыток. Я даже не знаю, сколько здесь штук. Так, кстати, повторяются? Нет, не повторяются. Красивые такие. Я не знаю, кстати, можно куда-то... Буду же кому-то подарки отправлять. Еще, наверное. Правда, уже отправила. Открытки-то не вложила. Потому что у меня их еще не было. Вот такие. Мне было бы прикольно, конечно, если бы это были бумажки, которые можно подкладывать в слои. Я бы была больше рада. Ну и, в принципе, мне принты-то этих открыток нравятся. Так, тут ничего нету. Тут для марочки место, в общем. Вот такие. Такая неожиданная для меня покупка. Дальше купила марочки на тему транспорта. Я, в принципе, свои неплохие поделала. Но мне захотелось приобрести и эти. Так, тут какие-то штуки некрасивые. А что это такое? Так. Какие-то розовые. Куба. Интересно. Дукати. Хонда. Вот это мне не нравится. Здесь же нету. Вот она, марка хорошая. Блин. Это странно. Опять это какая-то розовая девочка. О, Болгария. Здесь уже вот нормальная. То есть какая-то часть с этой какой-то, с каким-то мультяшной штукой мне она вообще не нужна. А вот эти вот просто мотоциклы. Круто, мне вообще нравится. Нравится. Надо почитать еще потом. Сейчас просто раскладываю. Ну, не зацепляются глаза, а потом посмотрю их, рассмотрю еще. Не рассматривала. Вот такие. Здесь не транспортные средства, здесь получаются мопеды и мотоциклы тоже гашеные. Я не знаю, вряд ли они, конечно, настоящие, но выглядят прям, выглядят, да, выглядят как будто настоящие. Во! Такая красота у меня. Так. Купила натирки. Тоже обсуждали с Наташей LifeMix, как их отличать, как отличать натирки от наклеек. Вот один из опознавательных знаков, то, что Rub-On написано. Вот здесь нету такой, кстати, надписи нигде тоже. Но зато на обратной стороне есть инструкция, как пользоваться. Если в карточке товара обратная сторона сфотографирована, то можно так сориентироваться, что это натирка. Еще прикладывают иногда палочки, но на самом деле у тех натирок с Алиэкспресса, которые я заказывала, никогда в комплекте палочек не было. Палочка была у меня только в 49 маркете. Две штучки, почему-то их так помалу здесь прикладывают. Две это мало, конечно. Еще маленькие такие. Здесь тема, ну, не привязана ни к какой теме. Здесь буквы и цифры. И разными шрифтами написано.
То есть просто вообще в любую работу. Я натирки прям очень-очень сильно использую. Показывала вам в предыдущей части натирки от 49 зимние. Я там уже половину одного листочка изрезала в свой блокнотик. Потому что мне это очень нравится. Такие акценты ставить. Поэтому эти точно тоже пригодятся. Следующая покупка — это штампики. Точно у кого-то видео видела и ссылку взяла из видео, потому что это не мое желание, это чье-то чужое желание. И, кстати, распечатала в итоге штемпельные подушки, которые я показывала вам в предыдущей части этого видео, и решила вот капучино здесь потестировать, посмотреть, как будет выглядеть. И получились такие баночки. Они классные, бомбические, мне прям очень-очень нравятся. Единственное, я поняла, что я очень, на самом деле, редко использую свои штампы. Надо коллекцию пересмотреть и избавиться, наверное, от тех, которыми я точно не буду пользоваться. Потому что с годами какое-то просветление приходит, что точно знаю, что вот это подойдет, а этот нет. И надо пересмотреть. Эти баночки классные. Я могу их использовать для выполнения декоративных каких-то элементов в своих джанках. В открытках, наверное, вряд ли, потому что как-то штампинг в открытках я так до сих пор не научилась использовать. Хотя мне нравится, как девчонки это делают, как раскрашивают это все. Но я так пока не умею. И в планах у меня этого пока нет. Так, такой штампик. И еще один штамп я приобрела. Вот это не знаю, сама или по чьей-то наводке. Здесь здесь пакетик в пакетике, и здесь разные текстуры дерева. На самом деле не такой интересный оказался, как я изначально подумала. И здесь я начала тестировать ту штемпельную подушечку, которую я не знала, белая она или нет. Она действительно белая. Я обрадовалась, потому что прям недавно в закупке хотела опять эту белую заказывать. То есть забыла, что она ко мне уже шла. Хорошо, что не заказала. Мне вообще результат не понравился. Не знаю, где ее использовать. Надо посмотреть чьи-нибудь видео, что с этой беленькой, с белой подушкой делают, потому что за ней прям люди гонялись. Я не знаю, значит, есть какие-то секреты. Так, потом я взяла опять капучино и начала эти деревья, этот штампик штамповать уже другой подушечкой. Мне как-то не очень понравилось. Я когда штамповать начала, я поняла, что я вообще не знаю, где это буду использовать. Опять же, я не делаю никаких открыток, мне не надо никаких фонов штемпельных. Не знаю. Вот опять же, какая-то покупка непонятная. Ну, посмотрим, что я придумаю. Я уже, конечно, ерзаю, подпрыгиваю от нетерпения, потому что сейчас мы будем рассматривать наиболее вдохновительный материал для меня — это скраб-бумага. И ее я купила, конечно, так вот, нормально. Это заказ из Скрабмании, здесь из самого магазина. И что-то я прохлопала и увидела потом коллекцию, не попозже ее уже покупала на Озоне отдельно. Вот нет, чтобы сразу сообразить, сразу заказать и за доставку не платить несколько раз. Здесь Скрабмания, какие-то подарки я выбирала сама, и что-то приложено самой Скрабмании мне в подарок. Я, кстати, надеялась, что мне полосочки пришлют с лошадками. Не знаю, почему я подумала, у кого-то увидела, что уже прикладывают зимние вот эти вот штучки. И лошадок, конечно, мне в моих работах-то и не хватает. Хотела поделать открытки. Ну ладно, вот не выгорело у меня, не выгорело. Надо было догадаться и купить. Потому что, опять же, я сделала заказ, все оплатила, и только потом увидела, что в Скрабмании есть такие вырезалки с лошадками на таких полосочках. Ну, прошлепала. Наклейки, это, скорее всего, арт-узор, что-то такое. Не вижу, мне тут темно. Да и заклеено. Это подарок, вот как раз таки подарок. Вполне возможно, где-нибудь использую. Хотя здесь для планера что-то, планеров я не делаю, но посмотрю, подумаю. Тут не знаю, сама я заказывала эти штуки или нет. Так, все это? Нет, не все. Вот это точно я в подарок сама себе выбирала. Так вам сегодня должно быть все видно, я камеру подняла. Часы, обожаю часы в разных вариантах, я их вырезаю. У меня несколько таких штучек от Скрабмании есть, они к разным коллекциям относятся. Это винтажное время. Опять же, не знаю, есть эта коллекция или нет, но часики прикольные. И большие нравятся мне, и маленькие. И на обратной стороне здесь фоновый листочек. Это для тех, кто не хочет использовать сами часики.
Это, по-моему, тоже я из подарков выбирала. Здесь карточки из набора про гномов. Это прошлогодняя, по-моему, коллекция или позапрошлогодняя. Я не помню, но классно. Вообще мне понравилось. Я делала из этой бумаги работу. По-моему, даже не одну. Или одну. В общем, гномики эти скандинавские мне очень нравятся. И оттенки у этого набора, конечно, мне понравились. И здесь абсолютно такой нейтральный какой-то принт. Можно использовать хоть где. Это чудо для тебя с любовью, Скрапмания. И мне кажется, что это из таинственной незнакомки что-то. Прикольная. Прикольная штучка. Цветы, вырезалки, цветочная радуга, желтая роза. Не знаю, сама выбирала или мне подарили. Скорее всего, вряд ли я сама. Ну, тут как-то вырезать вот это вообще мелко. Но зато смотрите, какой здесь шикарный обратный принт. Просто фоновый листочек. Так, рецепты, ингредиенты, карточки для кулинарки. Кстати, собираюсь кулинарку делать, наверное, после Нового года буду. Так, они двусторонние, пригодится. А здесь старый архив, железные бумажные таблички. Вот это классно, это мне нравится. Нравится. И такой шикарный оборотный принт. Еще листочки 20 на 20. Это тоже, скорее всего, арт-узор. Они фольгирование любят. Здесь, опять же, из таинственной незнакомки. Так интересно, я думала, что у них какой-то лимитированный был выпуск этой бумаги, что вся она уже где-то на руках у тех людей, кто ее заказал. Или она не заказана. Она, по-моему, шла в адвенте каком-то. То есть я не знала, что ее в наборах где-то кладут. Здесь что-то про осеннее. Очень нравится, уйдет мою осеннюю коробочку. Здесь написано тоже подарок. Это тканевая высечка. Иногда их использую, пришиваю на свои блокнотики. Чудесные наклейки тоже от арт-узора. На зимнюю и новогоднюю тему как раз сейчас сезон. Так, это все. Это с подарками мы с вами разобрались. Давайте смотреть мой заказ. Что-то такое неожиданное я сама себе заказала. Это Стамперия, набор вырезала. Коллекцию я прочитать не могу, но мне кажется, здесь что-то детское. По крайней мере, на детское я рассчитывала. Вот тут вот 1995 год. Что это? Год основания Стамперии. Интересно. 10 листочков написано. 190 граммовка. Размер 15 на 30 с половиной. Так, ага, она еще листается. Здесь, наверное, листочки, которые нас ждут, представлены. На обратной стороне пусто, ничего не использовано и очень зря. Первый листочек, ну это, наверное, весенняя какая-то тема. Я даже не знаю, детская она или нет, не особо детская, да, это ведь, ну, как бы к детству не относится. Что-то такое весеннее. Весеннее в приглушенных таких тонах. Тут, смотрите, мышка, цыпленок. И что-то написано, амор, любовь. Так, на обратной стороне, да, интересно, если тебе вырезалка не нужна, фон тебе не использовать, потому что его нету. Ну ладно, дальше. Ну вот здесь вот, кстати, пошло детство. Мне кажется, какие-то элементы для детского праздника, торжества, дня рождения, там еще чего-то. Ну да, наверное, дня рождения. Интересно. Так, видно, я не обращаю внимания. Следующий листик с такими вырезалками. Тут вообще целая композиция, не знаю, вырезал, и у тебя тут полстранички готово, если делать фотоальбом. Ну, можно на открытке брать. Бумагу я как беру? Я вырезалки сейчас беру отдельно, а бумага у меня уже столько всякой разной бумаги, что я 100% из всех своих закромов точно найду что-то подходящее. Мне даже кажется, у мистера Пайнтера вот в таких оттенках у меня есть какие-то листы в горошек. Следующий, ой, какой огромный велосипед, вот его не знаю куда, вот тут хорошо, что он поменьше. Вот такой прикольно. Кстати, можно детские работы делать, а можно совсем не детские, можно какие-то садово-огородные, просто на весеннюю тему. Мне нравится этот подход. Здесь флажочки, табики, всякие штучки для каких-то маленьких акцентиков. Так интересно, так вам видно, здесь как будто штампом отштамповано и раскрашено. Я такой первый раз вижу, так интересно. Это интересно. 10 разные цветочки для композиции с яблочками. С яблочками. Так, следующее. А вот это мне очень-очень нравится. Очень забавные звереныши здесь. Забавные. Как главный герой открыток. Вообще, пожалуйста, на композицию. Супер. Листики.
Еще так интересно на разном фоне, как будто тут алкоголиками намазали, а потом уже штамповали эти листочки, как-то печатали. Опять любовь, а вот это я не знаю, как перевести. Да, интересно. И здесь классные надписи вообще на разных фонах, опять разными шрифтами. И печатные, и под написанные, флажочки. Слушайте, классно. Пати-бой вообще. Пошли на праздник, да? Улыбки. Ну, такие нейтральные надписи для, ну, для разных. Ага, еще вторая штука. Так, вторая штука. Так, а это на итальянском, что ли? Смотрите, это, по-моему, итальянский. Стамперия, это же Италия? Или Испания? Италия вроде. На итальянском языке. Первый раз вижу, что писали на итальянском. И обратный листочек. Тоже, к сожалению, не задействован, просто остался свободный, где как раз-таки все принты показаны. Ну, такой интересный, меня, по крайней мере, порадовал этот набор. Ну, и вообще, я вся завалена сейчас зимой, и увидеть что-то такое весеннее, радостное, с ожиданием лета даже, я бы сказала, что-то праздничное, вообще круто. Мне понравилось, просто понравилось. Посмотрю, какой набор есть. Скорее всего, опять сложные для моего исполнения набор этой бумаги. Но для интереса посмотрю. Кто еще не знает, что я влюблена в производителя Эклектика, вы должны, обязаны это знать. Я влюблена. Увидела в скрапмане набор «Такая разная весна» и решила взять, потому что, ну, потом не найти. Это даже удивительно, что у скрапмани еще есть какие-то запасы Эклектики. И мне кажется, что предыдущие наборы, которые я покупала именно в скрапмане, которые мне вообще достались. Ну, кроме тех, что мне Катя подарила. Это бумага А4, «Такая разная весна», 8 листов. А вот Катя тоже год не пишет, да? Катя, пиши год, пожалуйста. Интересно ведь посмотреть, какого года эта бумажка. Но это еще это старая бумажка, потому что она с текстурой тинторетта, она не предназначена для микс-медийных работ. Вот. Опять смотрите, там весна была, сейчас весна. Что-то у меня весну-то потянуло. Я думаю, что здесь все принты нам показаны, которые есть в этом наборе. Так, QR-код куда-то ведет, наверное, в группу, может быть, в Катину. На обратной стороне карточки. Ну, это как всегда, это можно бесконечно вообще терять сознание от того, что это рисовка, это человек рисовал, это не нейросеть, это Катя поймала настроение, возможности, вдохновение, желание, силы и нарисовала нам с вами эту коллекцию. Конечно, теперь, ну, я не знаю. Вообще здесь, да, такая, смотрите, как классно. Здесь садово-огородная тема. И мне кажется, как раз таки распространенные такие весенние цвета, это сиреневый, да? Ну, по крайней мере, у многих производителей так. Класс. Угу. Так, я помню, что тоже без обратной стороны обычно вырезалки. Здесь еще у нас садовая тема, здесь уже листочки, цветочки и флажочки. Класс. Деревяшки стандартные, все мы их любим. Так, кстати, напишите, кто деревяшки не любит. Я сколько раз спрашивала, никто мне не признался, что деревяшки не любят. Видимо, по умолчанию любят все. Такой интересный принт, как фотография от полароида, да, здесь. И все вот тут вот серое, а здесь в цветах разрисованных. Очень интересный прием. Здесь вот это буйство красок весенних именно. И здесь на обратной стороне тоже принт с этими же цветочками в сиренево-фиолетовой гамме. Тут интересная вариация. Можно вырезать. Ну, наверное, вырезать и надо. Хотя можно и как фоновый использовать. И здесь ботанический атлас. Интересно. Здесь из книжек разных напечатанные странички. Можно почитать. У меня, к сожалению, темно, не очень не видно. Вам-то я, конечно, все высветлю. Вы, наверное, будете удивляться, что я тут про темноту говорю. Здесь сложный принт, такой интересный. Вообще универсальный. Даже можно, не привязываясь к весне, да. И здесь тоже очень интересно. Здесь стрекозки. А здесь как будто под микроскопом что-то рассматривают. У меня такие первые ощущения были, но мне кажется, что это какие-то растения сверху сфотографированы, как будто. Здесь такой интересный принт с рамочкой, с ягодками. Тоже ботанический атлас. И здесь что-то на обои похоже. Ну, такие интересные.
Прикольно. Такие штришки на зеленом фоне. Ну, вообще, почему нет? То обычно кругляшочки, здесь раз и штришки пошли. Интересно. И здесь у нас интересный принт. Вот такая классная коллекция мне досталась. Я не знаю, есть ли она еще в этом магазине или нет, но я вообще безумно рада, что я отхватила ее. Побольше бы героев, да? У нас одна героиня, да, где-то была. Ну ладно, все, забрала. Дальше отдельные листы. Вот я, кстати, не уверена, что это я выбирала. Мне кажется, это я не выбирала. Мне кажется, это в подарок. Потому что тропический рай, вряд ли я тропики покупала. Ну да, здесь еще морская тема. Я с морской темой так и не работаю. Хотя, не знаю, все подталкивает меня к этому. Но как-то пока руки не дошли, нет вдохновения на эту тему. Ну ладно, я не знаю, пусть лежит. Опять же, я говорю, что морские-то материалы у меня потихоньку набираются. Проводы в армию, это точно я не заказывала. Ну, как бы не мое, но вот эта вот сторона... Как фон, пожалуйста. Это спойлер. Это спойлер. Бумага снежинки-мандаринки. Привет. Так, здесь веточки. А здесь уже заказывала я на мужскую тему. Увидела, у кого-то увидела или не у кого-то, я уже не помню. Вот такую коллекцию от Dreamlight Studio. Время впечатления она называется. Лист называется «Зеленый цвет». Вот. Такие здесь принты. Здесь у нас какой-то чертеж. Сейчас посмотрим. Не знаю, электрическая это или не электрическая. Но похоже какая-то электрическая схема. Взяла вырезалки, пригодятся. Это не только мужские работы, в какие-то разные. Сила духа, успех, мужество, спорт. Да в мужские. Чего это я? Так, и здесь у нас принт дает возможность либо это, либо это. Ну, дальше сейчас всем понятно, да, почему я вообще начала смотреть. Увидела, конечно, я этот листочек. Мне кажется, я у кого-то в видео увидела. Не буду врать. Что ж с памятью-то проблемы? Мотоциклы. Здесь вообще мотогонки. Я сразу голову потеряла. Сразу же все пошла. Даже два листочка таких купила, потому что здесь еще и шикарная обратная сторона. Поэтому можно будет и вырезать, и тут поработать. Листы, конечно, плотные. 250 грамм. Я вот не знаю, это старая или новая коллекция. Не знаю. Тут тоже вот все мотоциклы и деревяшки. Жизнь — это движение. Вот такая бумага. И как раз таки то, что я заказала на Озоне, это снежинки-мандаринки. Прошу винить Олю Каплунову. Оля Каплунова в своем видео рассматривала посылку от Scrap Money к ее проекту «Зима на лайте», насколько я поняла. И показала эту коллекцию. Все, я сознание потеряла. Покупала, я вам сказала, ее уже на Озоне. Бумажка приложена, картонка, то, чтобы не мялся сам набор, это прикольно. И я удивилась, что она есть на Озоне. Мне казалось, что Scrap Money с Озона ушла. По крайней мере, когда-то там давно были объявления, что просьба все раскупить, чтобы мы все опустошили свои склады. Ну, я не знаю, видимо, обратно, может быть, вернулись, я тут не в курсе. Конечно, бумага на Озоне стоит намного дороже, чем бумага в магазине, значительно, но здесь доставка включена. Если бы я догадалась и сделала с заказом, как я сказала там, то не стала бы платить 2 раза за эту доставку, ну, вот так. Ха-ха! Смотрите! Это здесь лежало в подарке. То у меня бумага лежит уже 3-й день. И так как с обратной стороны была картонка, я не видела, что мне положили здесь подарки как раз те, которые я хотела. Это вырезалки, лошадки, девочки. Вот как мечты сбываются. Только что это произнесла несколько минут назад. И вот они. Все сбылось. Так, отлично. Ой, прикольно. Мне вообще вот это такое все нравится. Да, с лошадками надо успеть поработать в этом году. Здесь спасибо за заказ. Еще какая-то вырезалка. Здесь слова. Кстати, очень-очень мне розовый цвет подойдет. Не хватало мне вот в этом году его. Так, а здесь, похоже, тоже старый архив. Да, уже есть у меня вырезалка из старого архива. И вот копится. Ой. Влюбилась. Я не знаю, смотрите. Давайте вместе разбираться. Не написано, кто дизайнер. Обычно Scrap Money указывает, кто. И вот скажите мне, это же не нейросеть? Пожалуйста. Хотя, с другой стороны, если это нарисовала нейросеть, то это первый раз, когда я скажу браво нейросети. Потому что не похоже на рисовку чью-то, ну, искусственного интеллекта. Здесь как будто рисовал человек. Я не знаю, может быть, это
Не знаю. Напишите мне ваше мнение, кто это рисовал. Возможно, это какие-то клипарты, которые тоже в интернете уже есть, вы их видели. Для меня просто очарование. Я просто влюбилась, я не знаю даже, как вам это словами передать. Здесь карточки у нас. Ну, ребятенки прям очень-очень нравятся. Смотрите, какой косенький. Зима не будет скучной, пока есть лыжи. Это правда. Зимняя прогулка — лучший способ замедлить время. Да. Ай, какая красота. Красота. Напишите ваши впечатления вообще, в принципе, от бумаги. Вам понравилась эта зимняя коллекция от Scrapmania? Вот Scrapmania как-то вообще умеет удивлять. Вот кажется, ты уже все у нее увидела. Нет, она возьмет тебе еще, скажет: на вот тебе, Дашенька, видала, как мы можем. Просто я в предвкушении от предстоящей встречи 7 декабря. Прям очень-очень. Домашний уют, деревья в снегу. Ну, тут, как всегда, на информационной полосе можно вырезать и использовать в своих работах. Снежинки, мандаринки, сугробы. Гамма немножко непривычная лично для меня, да, здесь, ну, вот такой вот цвет, это привычно. А вот здесь вот, ну, опять же, здесь потому что мандаринки, поэтому вот этот оранжевый цвет какую-то изюминку здесь передает, ну, очень так интересно. Интересно такое зимнее прочтение. Ну, не все же бело-голубым, да, и красно-зеленым работам быть. Я так считаю, что можно какие-то работы сделать и в других оттенках. Крутой спуск. Здесь вообще нейтральный классический цвет. Здесь. Угу. Так, а этот лист у меня был в подарках. То есть у меня их 2. Вот он второй. Положу сразу же в один набор, что пусть лежат. Здесь санки-ледянки. Такой фоновый листочек. Здесь вот они, наши мандаринки. Оранжевая радость. Как мандаринков захотелось. Здесь тоже вот совершенно универсальный принт. Пошли вырезалки и тежики. Супер-мега-пупер. Тоже хочется. Опять же, так жалко такой набор тратить на открытки. Но я ведь не сделала альбом. Ну чё уж. Мы же все знаем, да, что ничего я не сделаю. Так, еще листы. Так много листов, кажется. Опять этот был уже принт, похоже, да? А, ну да, здесь был зеленый, здесь синий. Угу. Елочки. Опять снежинки, тоже похожий принт. Вот с этим, да? Практически одинаковые. И еще вырезалки. Как круто. Мне очень нравится. Вот прям не знаю, что хотите со мной делать, но это просто супер. Просто супер. Так, снегопад на ладони. Интересно. Еще тут веселые коньки. Я впечатлена этим набором, вдохновлена. Не знаю, успею я в этом году с ним поработать или нет. Я посмотрю. И давайте переходить к заключительной части этого видео, где посмотрим распаковку, закупки бумаги от производителя Scrap & Me. Тут история совершенно какая-то невероятная. Показывала в одном из своих видео покупку в бумаге Scrap & Me. По-моему, в Scrapmania тоже ее нашла, которая меня восхитила, запала в душу. И я спросила, что вообще ни разу закупок не видела. И мне тут же Оля Казакова пишет личную почту: вот сейчас прям идет закупка. Представляете? Я пошла, и я честно не помню. Я гребла там все, что могла. Но я потом еще фильтровала свою корзину, но нагребла достаточно бумаги. Сейчас будем смотреть, потому что это действительно в беспамятстве каком-то покупалась. Я даже не знаю, не помню, конечно, что я здесь купила. Но, кстати, закупка очень быстрая была. По-моему, 1,5 месяца прошло, и все уже было здесь. Ну, Польша, она рядом, да, это же польский производитель. Как-то намного быстрее идет, чем товары из той же Америки, да, поэтому я прям не ожидала. Я думала, где-то прям в декабре под Новый год придет, но нет. Пришло гораздо раньше. Вот так вот все было запечатано. А я вверх ногами вам все показываю. Ну ладно. Вверх ногами, так вверх ногами. Ну и теперь уберу, буду доставать по одной коллекции. Будем все с вами рассматривать, потому что производитель не такой ходовой, мне кажется, в России. Очень мало я вижу у девчонок и в работах этой бумаги. Может быть, вижу, но не знаю, что-то Scrap & Me такое тоже может быть. Но и в распаковках, ну, не знаю. Очень редко, и так что прям целые такие наборы, как я показывала, я что-то такого не помню. Поэтому давайте же смотреть.
Первый набор называется «Голубая роза», и он у меня 20 на 20. 20 на 20. Дизайнер здесь написано, но мне не прочитать. Клаудия. Какая-то Клаудия. Так, Scrap and Me, да, польский. Все. Здесь очень много листочков. Прям ух. Не знаю, что это за набор. Тут не написано, да, сколько листочков, ни плотность, ничего не написано. Я люблю такую гамму. Вот честно вам признаюсь, у меня у Scrapmania была любимая бумага «Небесная роса». И тут что-то вот такое же бело-голубое. Вообще сразу же мое. Ах, ну это нейросеть, да? Видим же сразу, мы с вами уже умеем определять. Ну, нейросеть. Ладно. Ну, что делать-то? Вот что делать мне? Не знаю. А, здесь два набора. Здесь два набора. Почему здесь два набора? Интересно. Ладно, потом посмотрю, что я заказала. Два, или мне один в подарок положили. Так. Такие вот принты. Ага, что я тут? Подождите, я ничего не понимаю. Их еще по 3. Интересно. Да. Ладно, разберусь потом. Чего у меня тут такое? Так, такие принты. Здесь. Ну, что-то, знаете, такое свадебное. Наверное, свадебные открытки я буду из нее делать. Вот когда будет сезон. Да. Будет шикарно. Вырезалки у меня есть. Вырезалки от Скроподелия. Как раз подойдут к этой гамме. Полосочки. Так, это все, да, и закончится. Такой вот набор. Интересно, почему по 3 листа? Еще 2 обложки. Прикольно. Ну ладно. Так, ладно, для себя пойму, что Scrap and Me это все-таки нейросеть. Ладно, запомню. Следующий набор бумаги 30 на 30. Он же, конечно, не такой толстый. Тут, наверное, листов 6 всего. Не знаю, как переводится. Не знаю такого слова. С английским не дружу. Здесь рисовала. Ага, здесь рисовала. Написано иллюстрации. Иллюстрации. Не знаю, в общем, и дизайнер еще. То есть здесь чуть несколько человек трудилось над ней. То есть есть шанс, что это у нас не нейросеть. Уж 3 человека. Это чего? Если была нейросеть, тут, наверное, никого бы не было написано. Девочковая такая чисто коллекция. И я думаю, что я брала ее. Да не думаю, я знаю. Для того, чтобы сделать фотоальбомчик для дочери своей подруги. Есть у нее фотосессия в таких тонах. Ну, не совсем в таких, более в сиреневых. Но я посмотрю. Может быть, эта бумага мне подойдет. Здесь вообще универсальный фон. Даже не в девочковой работе, да, так неожиданно. Ладно. Ой, как классно. Вот похоже, что, да, что это нарисовано человеком. Вот она, девочка. Балерина какая-то, да? С своими игрушками. Ну, вот мне нравится. Здесь детский такой принт. Мелкий. Здесь куколки, каталки, цветочки. Мне прикольно. Они мне очень нравятся. Вот она, лялечка наша. Интересно, как она забралась на это дерево и как она слезать будет. В свободном полете. Ну, прикольно. Розовенькие сердечки. Ну, конечно, немножко меня, как сказать-то, не люблю я вот эти все нежности, но в детских работах-то это... Не будешь же из черного цвета делать детскую работу. Вот она, наша маленькая балерина. Балерина прям. Исполняет какую-то классную. Вообще. А тут не знаю, это не похоже на нее. Это, наверное, ее подружка в классике играет. Ага, в Польше, значит, тоже в классике играет. Не только у нас. Да. И вот она в таком голубом цвете. Ну, прикольно. Мне нравится. Нравится. Вот этот набор мне очень нравится. Но вообще, конечно, стоимость этой бумаги... Вот тут 6 листов вместе с обложкой. Представляете, всего 6 листов? Да, бумага. Но она хорошего качества, она очень плотная. Наверное, грамм 250 тут есть. Но все равно дороговато. Следующий набор бумаги у меня какой-то вдохновительный летний. Sunflowers. Какие-то солнечные цветы. Ну, цветы тут точно. Опять дизайнер, опять 3 человека здесь работали. Ну, посмотрим.
Ага, я поняла. Здесь вырезалок нет. То есть, видимо, отдельно надо еще покупать вырезалки или высечки набор. Что-то такое. Вот это я пролетела. Пролетела, я вам скажу. Я потому что не взяла ни одного набора. Вот в который раз я все думаю, что это как у нас, что у нас там по 2-3 листа вырезала, как в эклектике. Но нет. Ладно, смотрим. Ну, здесь интересно. Здесь по-другому оформлена, да, обратная сторона. Ну, столько пространства, для чего оно? Могли бы заполнить. Вырезалки могли бы сделать? Кто там у вас? У вас 3 человека, ни одна не догадалась тут нарисовать что-то, чтобы вырезать? Ну, главного героя какого-нибудь. Да, так говорю, как будто они меня услышат. Ага, все трое. Ни одна меня не услышит. Так, тут на польском языке есть надписи, на английском. Ну, ладно, пусть будет. Вот эти вот, конечно, я вырежу, они пойдут. Вот это вот я не знаю. Надписи на черном фоне. Хотя как акцентиком вполне может быть. Вот с такими принтами я не знаю, что делать. Здесь делать только странички, опять же, фотографию, что я не понимаю. Но у нас есть, слава богу, обратная сторона. Вообще абсолютно красивая, с печатями. Такая усложненная, так скажем. Вот этот принт классный. Очень нравится. И здесь. Угу. Тоже такое ничего. Угу. Ставим зачет? Ставим. Ну, здесь, ладно, можно что-то сделать. Здесь тоже хороший. Здесь, смотрите, кружавчики даже. Но они как-то как сфотографированы смотрятся. Непонятно немножечко. Такой принт. И еще красота с такими интересными досочками, заклепками. Ну, прикольно. Так, ну... Да, больше понравилось мне. Больше, чем вот это. Да. Следующий у меня зимний набор. Здесь уже просто один дизайнер. И мне кажется, что она, вот эта вот коллекция, либо клипарты, либо нейросеть. Потому что один человек как раз вот это все наклепать очень быстренько может. Winter Sparkle. Блин, вот забываю перевести это слово. Очень много где попадается, не знаю, зимнее что-то. Что-то, нечто. Вот так вот. Почти как фильм ужасов вам перевела, да? Зимнее нечто. Ну, опять же, видите, да, в какие оттенки меня больше тянет? Бело-голубые, конечно. Ага, здесь по-другому оформлено. Смотрите, здесь есть геройчики. Угу. И надписи. Ну, тоже я смотрю некоторые надписи на польском языке, которые нам с вами не подойдут. Ну, есть на английском. Ладно. Тоже вот. Ну, ладно. Это можно на спинку сделать открытки, как я люблю. В принципе, пойдет. Ох, это я сразу. Это вот мне очень-очень-очень нравится. Ну, все мои оттенки. Я не знаю, я все-таки забила голубой Новый год. Забила голубой. Тут тоже абсолютно универсальный принт. Не обязательно в зимние работы. Ну, тоже только зиме только вот эти вот игрушки, да, висящие. Так вообще их обрежу. И просто букет будет. Просто букет. Шикарный принт. Шикарно. Да. Тут местами как-то минтай, да, напоминает некоторые принты. Угу. А, это опять Клаудия. Клаудия, да. Досочки со снежинками здесь разбавленными. Такой очень уютный такой. Здесь вот макромешки. Вот обвязанные, да? Так, все. Это понравилось мне коллекция. Понравилось. И взяла я отдельно листы. Что-то я сказала, что я не догадалась. Вот же, вырезай. Значит, я догадалась. Просто не помнила. Какая я молодец. Смотрите, я вырезалок там набрала. Вот это я молодец. Здесь Крисмас, это Рождество, да, рождественские. Здесь у нас с вами принты односторонние. Вот это жалко. Тоже, что ли, у них такие игрушки были, как у нас в советское время, да? Смотрите, похоже, как стеклянные шары. Как интересно. Здесь к детским вырезалкам коллекции у меня такой нету, как вы видели, да? Я просто для детских работ такие принты у меня... А у меня есть какая-то коллекция похожего оттенка. Да и принтов много в такой цветовой гамме. Просто буду брать здесь и героев для своих работ.
Тут то же самое, просто... Значит, есть у них отдельные вырезалки. А, ну да, смотрите, это же девчуля наша. Ну, это не это разное, да? Видите, у нее тут короткие волосы. Вот это вот другая, мне кажется. Или она же заплетена. Ну, в общем, кто же, смотрите, какой классный. Односторонний. Ох ты! Ну, это я точно молодец. Я вообще, представляете, не помнила даже, что я взяла тут вырезалки. Это хорошо, что я догадалась, это я молодец. Ну, они все такие крупные, как сказать, то есть каких-то цветочных не хватает, каких-то мелких деталей. Это как бы как отдельные герои сразу на страничку, да? Не с чем работать. Ну, в смысле, не с чем работать, не знаю, как вам объяснить. Ну, короче, цветочных каких-то композиций мне не хватает. Еще одни вырезалки. Здесь вообще явно не рассеять. Судя вот по этой девочке, сразу же это вот... Это видно. Это видно. Но это новая, потому что Christmas 25. А, нет, не новая, значит. Сейчас-то у нас уже 26-й год, да? Вот что мне надо было. Вот это хорошо. Тут повырезаю, пожалуйста, композиции. Вот как раз как показывают дизайнеры, вот эти зарубежные, они составляют открытки и делают именно из таких вырезалок. Ну, или из высечек. Все. Ага, еще мужскую взяла. Прикольно. Это я тоже молодец. Как соленый огурец. Угу. Так, а тут вот, ну, конечно, мужики мне тут не нужны. Уходите, покиньте. Так, ну что-то можно взять. Тут тоже не нейросеть, но эти гномики, я просто не знаю, мне скандинавские гномики, видимо, нравятся. Я ничего тут с собой поделать не могла, поэтому взяла. Ага, тут вот я даже сразу для свадебного набора взяла. Тоже подойдет и для зимней свадьбы, и для той, которая у меня в розово-белом цвете коллекция. Помните, да, первую, которую смотрели, сказала, вот она бы для свадебных работ мне пригодилась. И вот, пожалуйста. Так, а это я уже добирала еще листочки из той же коллекции, из какой-то, которую мы смотрели, которую зимнее нечто, да? Да, зачем-то 2 дополнительных листа взяла. Тут непонятно, это точно я выбирала, это не подарок. Ну, знаете, с большим удовольствием посмотрела сама, потому что, я же сказала, не помнила, потому что я в каком-то беспамятстве и так, в принципе, гребла, а тут вообще даже не помнила, что я какие-то вырезалки заказывала. Вот так вот, но времени очень много проходит, то есть за 1,5 месяца там вся жизнь может измениться, поэтому не мудрено, что что-то там можно забыть. Вот такой у меня покупочный влог. Я надеюсь, вы поймали очень много вдохновения, потому что сегодня очень много разнообразных покупок было на все случаи жизни. Я бы так сказала. Зимняя бумага, показанная мной, надеюсь, вдохновит вас на какие-то зимние работы. Да? Да. Все, на сегодня с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Пока.